Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп на неделю со 2 по 8 октября. Давайте узнаем, какие события нам расскажут карты, что наиболее важным будет на этой неделе по мнению карт. Хотя, конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас, но я думаю, что вы очень интуитивные люди, и для себя словно продумать либо свои действия, или что будет, или как будут развиваться события, если поступлю одним образом, или как я поступлю другим образом, тогда что мне ждать? Вот я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и какой-то инсайт вы получите. Колоду карт я уже подготовила. И первый вопрос, который мы с вами спросим, первую карту, которую мы достанем, что на этой неделе будет для вас наиболее актуально или что важно знать? Чего не избежать? Чему сейчас не время? А что нам будет помогать? Что скрыто? От меня скрыто, от вас скрыто, мои дорогие. Имеется в виду, может быть, и кто-то нарочно что-то скрывает, имеет свой интерес. Ну, а может быть, и мы, чтобы чего-то не прошляпили. И по основным сферам жизни: дела, работы, бизнес, энергии денег. Посмотрим, что по финансам ожидать. Какие у нас новости по личной жизни. Что, какая энергетика на неделе. И совет от карт. Что важно знать? Паш мечей. Есть какая-то идея, которую мы хотим, может быть, осуществить. Для кого-то вопросы, связанные с детьми. Или, может быть, еще такая ситуация, когда мы хотим докопаться до сути, до правды. Что-то мы хотим знать наверняка, ищем какую-то информацию. Или мы столкнулись с человеком, который нам что-то обещал, но по какой-то причине, например, не сдержал слов. Или мы не можем на него не понадеяться, но и ответственности от него тоже не потребуешь. Взрослый человек ведет себя как ребенок. То есть вот такие совершенно разные могут быть по этой карте, как и наши внутренние ощущения, так и какие-то события. Это могут быть наши мысли по поводу того, стоит ли мне заниматься этим делом или нет. Или просто новость какая-то приходит, когда мы с ней как бы провзаимодействовать должны. Или это какое-то ваше решение, может быть, не окончательное решение, а то или тема та, которую раскопать, углубить как будто нужно, докопаться до сути, до истины. И вот так тоже может быть. Давайте мы спросим. Неожиданности. Ничего не понятно, правда. В чем-то надо баланс какой-то провести или какую-то конкретику хотя бы раздобыть. Хотя по Луне нам говорят, да тут тысячи неопределенностей. Сам период нестабильный. И тут не запланируешь что-то. Здесь очень важно будет, знаете как, идти как будто вперед придется, но не делать больше одного шага за раз. Здесь сама по себе темноватая, как в сумерках, ситуация, которую, ну вот пока на этой неделе, как будто конкретики никакой мы не добьемся. Но карта нам говорит, выглянет солнышко и все встанет на свои места. Может быть, не на этой неделе будет какая-то ясность. Но по этой карте мы не должны находиться в толпе. По этой карте мы должны словно себя страховать и какую-то ошибку не совершить. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. Не время на какую-то финансовую прибыль рассчитывать или думать о том, что у меня контролируемая финансовая ситуация. Или то, что вот я буквально вот-вот получу деньги на этой неделе. Или я могу не беспокоиться о деньгах. Вот по девятке Пентаклей нам показана персона, которая абсолютно в себе уверена, у которой все под контролем, в первую очередь финансовый доход, и как будто есть какая-то стабильность, и расчет, и подсчет, и уверенность, главное. Но это все в позиции не время, поэтому сказать, что финансы вот как-то вот так четко слажено на какой-то длительный период времени, вот нам так думать не нужно. Видимо, ну правда, впереди у нас карта Луны выпала, и нам говорят, да тут пока ничего не понятно. Вот значит, есть какая-то
ситуация в вашей жизни, может быть, это связано с новостями, или событиями в жизни ваших детей, или в вашей жизни какие-то новости, события, может быть, уже сложились, произошли, и вы не можете к какому-то знаменателю прийти. Или словно в душе вот такие сумерки, как по луне, хотя ведь это карта интуиции, она нам говорит, слушай свою интуицию. Скорее всего, тут и по планетарным событиям, все то, что у нас ведь эта неделя в преддверии коридора затмений. И коридор затмений у нас начинается с 14-го, это солнечное затмение в весах, и Марс у нас в весах. Как раз весы – это у нас дипломатия, и это хороший посыл договариваться, как будто у нас лучше всего получится искать информацию, что-то свое аргументировать, не наступая на горло своим принципам, а именно правильность подавать как бы свои желания именно через факты и аргумент. А с другой стороны, есть еще у нас лунное затмение 28-го в знаке Тельца. И вот такая какая-то неопределенность или ситуация может разворачиваться где-то с 14 по 28, та ситуация, которой вы занимались с начала года или в апреле. И ситуация как будто обрастает новыми какими-то фактами, новостями, информацией. Она идет своим чередом, как будто разрастаясь, увеличиваясь, подводя нас к какому-то итогу. И вот неделя со 2 по 8 это где-то преддверие этого коридора. И, как говорят, да, ночь темна наиболее перед самым рассветом. Вот здесь мы к какой-то ситуации из прошлого как будто возвращаемся. И мы не должны с чем-то просчитаться. Но и просчитать наверняка на этой неделе не получится. Мы как будто ищем выход из этих сумерек. Но пока нельзя сказать, что можно на что-то положиться или есть какая-то конкретика. По 9 Пентаклей конкретика именно по финансам. Значит, мы какую-то финансовую составляющую пока еще не видим. А что нам помогает? Ваше Солнце. Слушайте интуицию. Посмотрите, как удивительно. У вас карта Луна и карта Солнца. Ваше Солнце – это то, чем вы, может быть, правда, хотели заниматься, или был какой-то посыл, то, что хотелось вам осуществить. Вот Солнце – это прообраз нашего эго. Это наш какой-то жизненно важный интерес. Это наша миссия. Ну, назовите как угодно. Или какой-то, знаете, как высокий путь, или то, что мы хотим в своей жизни в принципе осуществить, или как минимум попробовать себя в каком-то деле. И вот нам это помогает. Вера в собственные силы нам помогает. В то, что у нас что-то получится. Нам помогает, как и в целом нам по жизни, так и пройти где-то эту неделю, когда пока, 1000 неопределенностей. Значит, ваше внутреннее какое-то видение, оно будет наиболее точным. А вот внешняя какая-то обстановка может словно муть какую-то напоминать, мои дорогие рыбы и рыбки. Доверяйте своей интуиции. Что скрыто, давайте мы узнаем. Да ничего не скрыто, по сути дела. Нам может человек какой-то, который прочно стоит на земле, который всегда рассчитывает сам на себя, который может быть и статусный человек, который обладает каким-то финансовым эквивалентом, прийти на помощь, поддерживать нас. Или мы можем рассчитывать на этого человека где-то так. Он как будто в тени, он вас не подталкивает к какому-то решению, но способен поддержать, и вы можете чувствовать себя более уверенно, если у вас действительно есть такой человек. Может быть, это ваш партнер по браку, или хороший друг, или по каким-то вашим, по делам, по бизнесу, или еще, те люди, которые, они на самом деле по королю Пентаклей это надежные друзья. Или человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, или, может быть, асцендент, по Луне он там, это у нас Телец, Дева, Козерог. Но есть у вас как будто тот, который вам приходит на помощь, или который вас способен поддержать. И это очень важно. Это не есть какая-то скрытая тайна. Нет, у вас тут как раз нет ничего скрытого или чтобы кто-то намеренно скрывал. Но сама обстановка как по Луне. Ничего пока не понять. Давайте дело, работа, бизнес. Главное избегать какого-то конфликта. Не растиражировать себя в каких-то спорах. А у нас как раз по пажу мечей такое может быть.
что нам кто-то что-то пытается доказать. А тут свою какую-то канву надо держать. И если мы сталкиваемся с той ситуацией, когда нас пытаются к чему-то словно приобщить, а мы не хотим этим заниматься, то тогда нам придется аргументировать свою позицию, мои дорогие. Вот, наверное, с той подачи, как Марс в весах. Вот это самая дипломатия, Марс в весах. Я уже говорила, у меня есть видео. Это как железный кулак в бархатной перчатке. И в первую очередь это где-то для нас самих, чтобы мы удержали свои позиции, но не пытаясь где-то насаждать, хотя это с вами не совсем ассоциируется с вашим знаком. Всякие бывают моменты в нашей жизни. Карта нам говорит, что с учетом вот этих планетарных событий мы аргументированно и по фактам должны изложить кому-то свою точку зрения, причем без эмоций, хладнокровно. Вот где-то так, не включаясь эмоционально в любой вопрос. Мы не должны и дистанцию как будто увеличить, если с нами кто-то пытается спорить. И как будто оставить что-то без внимания, может быть, вы тоже не сможете. И тогда вот действовать так, как, наверное, Марс в весах. Использовать дипломатию, все свои лучшие качества. А вы как раз умеете быть дипломатами. Но тут эту дипломатию, если прежде вы, может быть, и понимали так, дипломатия это так, чтобы... лишь бы было тихо, никто не скандалил. И где-то, может, год тому назад вы бы так и поступили. А здесь нет, дипломатию на пользу себе. Когда я красиво, элегантно всем доказываю, что должно быть именно так, как я вижу, так, как я хочу. Вот такой момент тонкий, подумайте. Что по финансам? Мои дорогие, у вас деньги как будто есть, деньги будут. И правда, кто-то поддерживает вас. Знаете, наверное, и высшие силы. Посмотрите, какие карты у вас. Какой-то жизненный проект вам все равно придется осуществить. Это вот там, в небесной канцелярии уже прописан. И по карте императрица, это как, может быть, и женщина, может быть, и ваша мама. Или просто вот есть такая персона, которая одобряет ваши проекты, ваши взгляды, ваше творчество. Или то, что вы хотите осуществить. Потому что тут всесторонняя поддержка. Это карта власти, но власти доброй и дипломатичной власти, которая знает, как разрулить какой-то сложный вопрос, распутать этот Гордиев узел, договориться со скандальными людьми, умело используют энергию. С одной стороны, это и вам подсказка, вот быть где-то как императрица в тех же энергиях. У вас будут такие энергии, посмотрите, две карты противоположные вам выпадают. Но есть еще и человек, который вас поддерживает. И неважно, кто это, женщина, мужчина, мы не рассматриваем по полу карты. Мы говорим про энергетику. И здесь, если на финансы нам выпадает императрица, конечно, возможности есть. Поэтому это уверенность. Уверенность в сегодняшнем дне и в завтрашнем. Вот у вас какой-то проект определенно получится. И даже если... нам вот сказали, да, чему сейчас не время успокаиваться и думать, что финансовая ситуация на все века и времена у меня решена. Нет, значит, где-то осторожность нам не помешает, но и вы словно не одни на каком-то поприще, и словно есть вариант, может быть, заработать больше денег, поменять работу или положить какие-то себе перспективы, что-то начать учить. У кого-то учеба проигрывается. Вполне вероятно, начало учебы. Или то, что вы планируете для того, чтобы сменить свой статус, и финансовый в том числе. И как будто тоже получится. Следовать нужно за своим солнцем, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте посмотрим, что в личной жизни. И еще раз нам про деньги, десятка пентаклей. Получаете какие-то вы деньги, деньгами, как будто мы довольны, девятка, десятка пентаклей. И тем не менее, несмотря на вот эту десятку, в позиции, чему сейчас не время, как-то не можем мы эти деньги не считать. Надо быть рачительным хозяином, мои дорогие рыбы и рыбки. А вообще по десятке пентаклей вопросы семьи, вопросы жилища или вашего проживания. Мы можем, кстати, по этой карте обустраивать свое жилище, делать комфортным его более, покупать что-то в дом или ремонт какой-то, да, может косметический, или какие-то штрихи такие добавлять, которые нам как бы больше уюта или ощущение уюта
когда мы возвращаемся домой, придают, и для нашего комфорта это будет тоже в плюс. Да все вопросы, наверное, все, что касается благополучия, проходит по десятке пентаклей. И как и для тех, которые сейчас в сольном варианте находятся, так и для людей семейных или тех, кто в паре. Правда, благополучный период времени, несмотря на то, что есть какие-то и вопросы, которые еще могут ставить в тупик. Ну, давайте карту совет. Может быть, у вас планов громадье, но выбрать надо один. Мы не можем свою энергию распылять в 7 сторон света или в 7 направлениях. Или думать, что я сейчас за все в дела возьмусь и так вот быстренько порешаю. Нет, так не получится. Есть какая-то конкретика. И помимо этой конкретики еще какой-то материальный расчет должен быть. То есть какую-то вашу идею, ее нужно продумать одну. Сначала ее нужно выбрать, потом ее нужно прочувствовать интуицией. Насколько меня долго хватит, и после этого еще какую-то траекторию финансовую как будто просчитать нужно. Да, есть люди, которые вам придут на помощь, но и сам как бы тоже не плашай. Будь более рациональным, хладнокровным. Если нужно, умей грамотно отстаивать свое мнение, свои позиции. И помни, что у тебя как будто прекрасное будущее, как и по финансам, как и по благополучию. Тут и по личной жизни. У кого-то, если вы сейчас один или одна, вполне вероятно, проиграется так, что вы уже не будете один или одна. И какая-то встреча может быть запланирована. А для кого-то из вас, мои дорогие рыбы и рыбки, карта императрица, может быть, хоть это и в значении финансы, но у нас рядом десятка пентаклей, и она означает часто дом. А тут у вас карта Луна, императрица, и еще и ваше солнце. У кого-то может проиграться, ну, как весть о беременности, может быть. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.